Привет, любимая Арми. И снова. Что-то пробуждается под шумом фандома. Что-то неочевидное, но достаточно мощное, чтобы заставить любого, кто обратит на это внимание, остановиться. Оно проступает из мелких деталей, из едва уловимых моментов, которые, однако, повторяются в узоре, слишком тонком, чтобы быть совпадением. И, как обычно, прежде чем история успевает усвоиться, прежде чем каждый маленький жест будет оценен, снова появляются те, кто думает, что знает все. Те, кто упорно продвигает свои теории, переосмысливает факты и произвольно меняет детали, как будто повторение может создать новые истины. Но на этот раз происходит гораздо интереснее. Потому что, пока они заняты искажением истории, одна маленькая деталь становится причиной серьезного разговора. Свитер. Свитер, который кажется простым. Но в рамках этого повествования он таит в себе гораздо более глубокий смысл, чем многие готовы признать. И по мере того, как теории начали рушиться одна за другой, когда даты не совпадали, даты релизов не совпадали, а логистика не позволяла, оставалась некая последовательность. Что-то, что было очевидно уже давно, мелкие жесты, которые Чингук и Тэхён делали, не удосужившись их объяснить. Потому что, в конечном счете, дело было не просто в свитере, подарке или слухе. Речь шла о череде деталей, которые всплывали год за годом, формируя неоспоримую картину внимания. И вот здесь начинается история. Продолжая историю, которую вы только что прочитали. И снова. За шумом фандома и безумием домыслов появились они. Они – те, кто всегда считал, что знает лучше всех, прав и наиболее компетентен, чтобы определить реальность истории, которую они даже не понимали. Те, кто уверенно искажал историю, создавая теории, которые были вынуждены занять место, для них не предназначенное. И, как ни странно, они ни на секунду не устали. На этот раз их внимание было приковано к свитеру. Не просто свитеру, а кашемировому свитеру Chrome Hearts, который в этом повествовании символизирует привязанность Чингука к Тэхёну. Но они настаивали, что Тэхён купил его сам, находясь в Лос-Анджелесе. Однако, и это самая ироничная часть, они даже не проверили дату выхода, не видели официального релиза и не учли такую простую логистику, как время доставки. Свитер был частью лимитированной ноябрьской коллекции. Эксклюзивной линии, которая не была доступна в физических магазинах Лос-Анджелеса во время пребывания там Тэхёна. Чтобы получить его, нужно было сделать заказ из Японии и ждать около недели. Тем временем Тэхён пробыл в Лос-Анджелесе всего 3 дня. Никакого времени. Никакого перерыва. Никакой возможности. Но они упорствовали в своей теории, как будто повторение могло изменить факты. И когда эта теория развалилась, они принялись искать нового козла отпущения. Следующим, кого они втянули, был Намджун, пытаясь отрицать, что именно Чингук в этой истории выбрал ему свитер 4 сентября. Хотя этот свитер, даже на расстоянии, совершенно не походил на кашемировый свитер Тэхёна. Тем не менее, они пытались установить связь. Вынужденно. Искажено. И снова развалилось. Но эта закономерность была не нова. Это случилось, когда Тэхён надел синие кроссовки Moncler после возвращения Чингука из Америки в ноябре 2023 года. Люди снова это отрицали. Они говорили, что это не подарок. Это не связано. И что все это – совпадение. Но эта конкретная модель обуви была доступна только в Америке. Каждый раз, когда эту историю проверяли, ложь не выдерживала проверки. Сохранились лишь те маленькие жесты, которые Чингук и Тэхён постоянно демонстрировали. Последовательные жесты. Спокойствие. Не переусердствовавшие. И не требующие объяснений. Например, как Чингук в этой истории выбирает кашемировый свитер Лухар для Тэхёна, момент, который навсегда останется в памяти у всех, кто следит за ним. То, как Тэхён поправляет свитер, как Чингук смотрит на него, этого более чем достаточно.
Потому что в таких отношениях слова редко нужны. Говорят детали. И эти детали разбросаны по всему году их совместной жизни. От простого подарка во времена стажировки, футболки с их фотографией, которую Чингук купил невинно, но со смыслом, до момента, когда Тэхён протягивает ей духи и робко говорит: «Мой малыш, возможно, странно пахнет ночью». Это беззаботное замечание. Но честное. И откровенно. А еще есть маленькие моменты, запечатленные на камеру, смех Чингука, когда он показывает Тэхёну свой подарок, как сверкают его глаза, как он, кажется, пытается, но безуспешно, скрыть улыбку. Эта улыбка просто появляется, потому что он действительно любит ее. Трудно игнорировать такие жесты. И еще труднее делать вид, что они не имеют смысла. У Чингука всегда был свой уникальный способ описывать выражение лица Тэхёна, словно он хранил их в ментальном архиве, к которому никто другой не имел доступа. То, как он рассказывал об этих реакциях, было лишь небольшим проявлением гораздо большего внимания. А их взгляды? С этим взглядом было совсем другое дело. Взгляд Чингука на Тэхёна отличался от его взгляда на кого-либо еще. Не слишком пристальный, но уверенный. Спокойный. Чуть дольше обычного. Достаточно долгий, чтобы любой наблюдатель сразу все понял. Тэхён же, напротив, всегда двигался с естественностью, которая свойственна только тому, с кем ему комфортно. Слегка наклонялся он или подходил ближе, чем нужно, все происходило неосознанно. А потом был один момент, который я даже сейчас часто пересматриваю. Снежный ком. Чингук слепил снежок, наблюдая, как Тэхён играет с маленьким плюшевым мишкой. Это был простой жест, но полный любви. Реакция Тэхёна, его взгляд, удивление, улыбка была искренней, и подделать ее было невозможно. Эти мелочи, 2 шляпы, красная куртка, золотые перчатки, тайно купленное мороженое – все это формирует непрекращающийся поток внимания. Дело не в цене. Важно, кто выбирает. И для кого. Не все это замечают, потому что не все способны разглядеть мелкие личные детали. Многие слишком заняты попытками опровергнуть, изменить или переосмыслить историю, что забывают об одном. Такие отношения не строятся на серьезных, взрывных доказательствах. Они строятся на маленьких, последовательных деталях. Именно эта последовательность и поддерживает эту историю. И каждый раз, когда кто-то пытается ее разрушить, оказывается, что эта маленькая история сильнее, чем они думали. Потому что она основана не на слухах, а на череде взаимодополняющих жестов, накопленных годами. Когда мы смотрим на их фотографии в юности, на их улыбки, их легкий смех, на то, как их тела всегда наклоняются друг к другу, мы понимаем, что это не просто так произошло. Это развивалось. Это росло. И остается. Не потому, что это выставлено на показ, а потому, что это стало частью их самих. Им не нужно ничего доказывать. Им не нужно ничего объяснять. Потому что их жесты говорят сами за себя. И, возможно, именно поэтому люди продолжают следить за этой историей. Потому что то, чем они делятся, это не просто приятный момент или фанатская теория. Это череда мелких переживаний, которые невозможно купить, невозможно навязать и невозможно отрицать. И каждый раз, когда кто-то пытается исказить историю, эти детали стоят особняком. Подтверждаются. И повторяют одно и то же послание. Некоторым отношениям не нужны громкие заявления. Просто быть рядом. Просто быть собой. Просто они. И вот, армия, целая череда деталей, которые могут показаться незначительными, но на самом деле хранят в себе большую историю. Детали, которые невозможно купить, невозможно принудить и невозможно отрицать, потому что они уже давно говорят сами за себя. Таким отношениям не нужны громкие заявления, достаточно быть достаточно реальными, достаточно они.
Если вам понравился этот подробный разговор и тонкий анализ, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующие, более глубокие и интересные истории. Увидимся в следующем видео. Будьте любопытны, оставайтесь добрыми и, как всегда, будьте открыты для деталей, которые не все видят.